Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала и ведический астролог. И тема этого видео — прогноз на декабрь 2025 года для львов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на составление личного гороскопа, либо на обучение по ведической астрологии, на курсы по ведической астрологии. Если вы не знаете точное время своего рождения, в таком случае, пожалуйста, обратите внимание, под каждым видео прописаны даты, которых Солнце было в тех или иных знаках по ведической астрологии и фактически. И смотрите, пожалуйста, тогда прогноз для своей даты рождения. Теперь давайте говорить о тенденциях декабря, что принесет Новый год, какие заботы, хлопоты львам. Значит, 5 декабря будет полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа, доме карьеры, работы и статуса, репутации. Поэтому полнолуние в 10-м доме гороскопа может указывать на окончание какого-то рабочего процесса, на то, что, ну, возможно, кто-то уйдет в отпуск, возможно, у кого-то поменяется должность, либо закончится паспорт, условно говоря. Ну, то есть какой-то, может быть, незначительный процесс, не очень заметный, но все-таки он имеет место быть. У некоторых, конечно, львов это может быть, если у вас есть соответствующие периоды, может быть и увольнение. Дальше, с 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер возвращается в ваш 11-й дом гороскопа. Он был там до октября месяца в этом 11-м доме гороскопа, потом в ретроградности он там, ну, сначала он заскочил в рак, потом сейчас вот в ретроградности возвращается обратно в 11-й дом гороскопа, в дом наград, накоплений, достижений, в дом дополнительной прибыли, в тот дом гороскопа, в котором он что-то, наверное, не додал вам по тем сферам, которые я вам сейчас назвала. Либо вы что-то не доделали, то есть где-то, может быть, вам не доплатили, не доповысили заработную плату, вы не смогли попасть в какое-то сообщество, войти в какой-то коллектив. Вы начали, например, там вести YouTube и забросили его. Пожалуйста, возвращайтесь, если вы забросили. Это вот очень хорошо по этому транзиту вернуться. Помимо этого, какие-то успехи в делах детей. Может быть, отправка на какие-то конкурсы. Может быть, кстати, и по каким-то инвестициям тоже успехи. Но я не рекомендую, да, потому что я все-таки не финансовый аналитик. Здесь астролог, и я здесь просто говорю тенденция, что это вот Юпитер создает какую-то комбинацию успех от тем 5-го дома, от инвестиций, от детей, от учебы, от запуска каких-то проектов. Поэтому можно YouTube запустить, можно книгу выпустить, можно еще что-то, и Юпитер возвращает вас. Ну и говорит: ты там что-то не доделал, давай доделывай. Вот туда, вот, пожалуйста. Еще один возвращенец — это Меркурий, который с 6 декабря по 29 декабря возвращается в ваш 4-й дом гороскопа. И он там уже был в первой половине до середины, чуть больше ноября. И тоже как бы возвращает вас к тем вопросам, которые вы, возможно, в ноябре не доделали, не дозавершили, не дозакрыли. И эти вопросы связаны с вложением денег в 4-й дом гороскопа. Это покупка недвижимости, покупка транспорта, возможно, снять какую-то, арендовать квартиру, оплатить гостиницу, возможно, машину арендовать, возможно, маме вы деньгами собирались помочь, возможно, какую-то обстановку в доме поменять, мебель купить или что-нибудь в этом роде. Вот это вот все пойти доделать. Помимо этого, в целом Меркурий в транзите по 4-му дому гороскопа дает интерес к этой теме.
что-то читать, узнавать про недвижимость, про место жительства, какие-то планы на эту тему, про транспорт. Потом еще много переговоров с мамой, общения с мамой. И может быть дома много писать, читать, много дома суеты какой-то домашней, что-то представлять. Вот Меркурий создает какую-то суетливость в домашних делах. А с 7 декабря по 16 января фокус вашего гороскопа очень сильно начинает смещаться на 5-й дом гороскопа. Дом детей, дом обучения, дом инвестиций, дом проектов, дом влюбленностей. И в этот период сначала заходит туда Марс. Марс — планета конфликта, планета агрессии, активности, физической силы. И Марс в 5-м доме гороскопа дает тенденцию на то, что у вас в характере может проявиться, во-первых, ревность. Это такие периоды, когда Марс идет по 5-му дому гороскопа, мы становимся ревнивыми. Очень сильно собственничество начинает проявляться. Помимо этого, 5-й дом — дом эмоциональных впечатлений. И поэтому для вас вторая половина декабря, то есть Новый год, будет очень силен по эмоциям. Очень сильные эмоциональные впечатления у вас будут. Тут однозначно нельзя сказать положительные либо отрицательные, потому что в целом у вас там будет скопление в 5-м доме гороскопа планет, и это скопление будет давать очень сильное эмоциональное такое, ну не напряжение, но очень сильную эмоциональную нагрузку. То есть очень много ярких каких-то эмоций у вас будет во второй половине декабря и в первой половине января. Помимо этого, Марс вообще еще у вас указывает на то, что вы можете получать доход какой-то от недвижимости, транспорта. То есть, с одной стороны, интересно так, что вы вкладываете, с другой стороны, получаете доход. Либо вы, может быть, например, вкладываете в транспорт, чтобы за этот транспорт получить деньги. То есть, например, вы решили продать машину, вы сначала ее ремонтируете, а потом ее продаете. Либо решили продать квартиру, сначала делаете ремонт, а потом ее продаете. Вот какие-то такие результаты могут быть еще по этому Марсу. То есть Марс может указывать и на ремонт какой-то тоже, небольшой, может быть, во второй половине года. На какие-то такие еще, знаете, может быть, если у вас есть дети, то вы можете заниматься их спортивной подготовкой, закаливанием или еще чем-то таким. Ну, в то же время нетерпимость какая-то тоже может быть, давай быстрее, что ты там копаешься, вот такое. Вот, то есть пресекайте себе свои порывы, потому что у вас будет какая-то вот раздражительность в любви, раздражительность по отношению к детям, может быть, к учебе. Но также транзит Марса по 5-му дому гороскопа дает посещение различных спортивных мероприятий. Может, вы на матч какой-то пойдете, на футбол, на бокс, я не знаю, на что-то такое. Следующее, с 16 декабря по 14 января Солнце заходит в ваш 5-й дом гороскопа, а это же управитель всего нашего гороскопа, и это очень классная комбинация формируется. Несмотря на то, что там Марс, вот все-таки управитель 1-го дома в 5-м — это комбинация забрать свою хорошую карму, получить какие-то подарки судьбы, получить что-то позитивное. Опять же, 5-й дом, дом детей, дом удовольствия, романтики, влюбленности. И вы сами как бы направлены в эту сферу. Дом учебы, конечно, тоже. То есть ваши все устремления в 5-м доме гороскопа, в доме детей, романтики, учебы, творчества, подарков. И при этом формируется комбинация такая на удачу. Возможно, где-то больше заработать, возможно, что-то получить, какой-то подарок, какой-то бонус, прояснение каких-то вопросов, связанных с детьми, с учебой, с деторождением, с обучением. У кого-то из львов, может быть, планы будут, да, по детям, у кого-то будет зачатие, возможно, ребенка, у кого-то в этот период рождение ребенка тоже может быть перед Новым годом, у кого-то, ну вот, новогодний подарочек. К тому же 20 декабря в этом 5-м доме как раз будет новолуние, а новолуние в 5-м доме и дает новую учебу, зачатие ребенка, рождение ребенка, появление нового питомца, получение какого-то хорошего подарка, посещение какого-то мероприятия, типа выставки, концерта.
и влюбленность может быть, и какой-то праздник в вашей жизни тоже может быть по этому новолунию. И чтоб уж совсем приятно, с 20 декабря по 13 января в этот же пятый дом гороскопа заходит Венера. Венера — планета любви, красоты, творчества, отношений. Пятый дом в том числе дом творчества, ну, помимо того, что романтики и влюбленности, да, то есть Венера заходит в дом, который ей очень комфортен, очень приятен. Это период для того, чтобы творить, это период для того, чтобы наслаждаться, влюбляться, для того, чтобы была романтика, знакомиться тоже. Ну, на знакомство, может, не сильно, но все-таки может быть влюбленность. Может быть очень сильная, яркая влюбленность перед Новым годом, какое-то новогоднее чудо у львов. И Венера также будет давать склонность к творчеству и к тому, чтобы посещать различные мероприятия такого вот характера развлекательного, то есть концерты, музеи, выставки, какие-то шоу и так далее. Ну и в целом даже выступать у вас эти транзиты для публичности, для того, чтобы где-то на сцене самому себя проявить, тоже где-то выступить, на какие-то конференции съездить, либо самому побыть спикером. Ваша просыпается публичность, яркость, индивидуальность, какие-то конкурсы. Все вот в таком роде — это вот для вас. Возможно, кстати, вы на Новый год будете Снегурочкой или Дедом Морозом, потому что как раз-таки у вас тенденция на то, чтобы выступать, на то, чтобы быть на виду. И с 29 декабря по 17 января еще и Меркурий заходит в ваш пятый дом гороскопа. Меркурий, конечно, указывает и на вложение денег в пятый дом гороскопа, но очень классный, очень мощный, кстати, обмен будет между пятым и 11 домами гороскопа. И 5 и 11 дома указывают нам на достижение целей, на подарки, на участие, на победу в каких-то конкурсах, на получение каких-то наград, на какие-то, возможно, даже выигрыши, на то, что какая-то прибыль может быть. То есть в целом у вас такая вторая половина декабря на то, чтобы прям вот вписываться во все движения, во все конкурсы, во все какие-то мероприятия, в то, чтобы где-то вот я выступлю, я пойду, я согласен. Вот такая вот гороскоп поддерживает вашу активность в личной жизни, гороскоп поддержит вашу активность в том, чтобы где-то засветиться. И не упускайте свои шансы, светите. Ну и в целом по Меркурию будет интерес к тому, чтобы организовывать всякие мероприятия, изучать всякую информацию, искать, может быть, какую-то учебу, про детей тоже что-то узнавать. Но, в общем-то, ваша активность такая очень приятная, связанная с праздниками, праздничная, прям совсем очень праздничная активность по транзитам планет на то, чтобы прям вот быть вау в центре какой-то движухи. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на декабрь 2025 года для львов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.